Обычно новые функции первыми получают флагманские смартфоны, а уже потом со временем все это спускается к моделям попроще. Но, похоже, компания Samsung решила делать наоборот. По крайней мере, это касается камер, потому что первым смартфоном компании с 3 основными модулями стал новый Galaxy A7 2018, модель среднего ценового сегмента. Давайте разберемся, на что он способен и как снимает. Но сначала о том, как выглядят эти самые 3 модуля. В отличие от флагманской девятки, у которой пара камер по центру, троица сместилась ближе к краю. Красиво это или нет, тут пусть каждый решает сам. Лично мне, как минимум, непривычно. Хотя, с другой стороны, это только начало, и пора уже свыкаться с мыслью, что камер будет много. 3, 4, 5. Не успеем оглянуться, такой набор будет в порядке вещей. Да и внешний вид, как по мне, не самое главное. Важнее функционал. Итак, что же здесь за камеры? По центру находится модуль с разрешением 24 мегапикселя и светосилой f1.7. Выше дополнительная камера для боке, а снизу то, что у Galaxy еще никогда не было. Ширик с углом обзора 120 градусов. Как вы знаете, я давно топлю за широкоугольную оптику в смартфонах, поэтому рада, что наконец-то такая появилась и у Samsung. Мне даже оптический зум не так важен, как возможность захватить больше объектов в кадр. Это касается природы, архитектуры, да, в общем, чего угодно. Пока это работает вот так. Справа вверху есть мелкая кнопка, нажимаешь и объектив расширяет обзор. Пока, потому что в сети видела и другие варианты интерфейса. Возможно, Samsung еще думает над финальным видом приложения и в будущем выкатит что-то более завершенное. Сам ширик представлен не топовым модулем с крутыми характеристиками, но качество он выдает годное. Это касается как съемки при хорошем освещении, так и при среднем, например, в помещении. Только ночью ему откровенно плохо. Тут уже лучше вернуться на основной модуль, у которого более открытый объектив со светосилой f1.7. Впрочем, у него тоже есть минус. Нет оптической стабилизации, поэтому иногда снимкам не хватает резкости. Но в целом тут тоже все на хорошем уровне для среднего сегмента. Как видите, при переключении можно выбрать только X1, так что оптический зум смартфон не поддерживает. Третья камера лишь для боке, и с ним она справляется очень хорошо. Красиво и четко отделяет объекты от фона. Часто мне приходилось кропать картинку, чтобы заметить хоть какие-то косяки, если они вообще были. В боке есть и у 24-мегапиксельной фронталки, только программная. Результат, конечно, хуже, но иногда пользоваться можно. Еще из функций камеры можно вспомнить про подобие искусственного интеллекта. Режим называется оптимизация кадра, и тут все по классике. Смартфон распознает, что вы снимаете, и подстраивает цветовые настройки. Поддерживается 19 разных сцен, и по идее должен быть виден результат обработки. Но на деле A7 слишком долго думает, что же у него там в кадре, да еще и разница почти нулевая. Так что в этом плане нужно еще работать. Видео смартфон пишет максимум в разрешении 2024 на 1080. Это формат 18,5 к 9. Специально для такого вытянутого экрана. На компьютере такой ролик будет с киношными черными полосками. Следующая ступень — это обычный Full HD. В этом режиме также открывается опция цифровой стабилизации. Картинка при этом обрезается, но у видео все равно остается очень хорошее качество для такого разрешения. Итого, какие выводы можно сделать по камерам? Учитывая, что A7 2018 будет продаваться где-то за $350, его фотовозможности очень хороши. В первую очередь даже с самой комбинацией модулей – обычного, широкоугольного и дополнительного для боке. В среднем сегменте сейчас такое не найти, так что у Samsung пока монополия. Теперь посмотрим, что еще есть интересного у A7 2018, кроме камер. Экран смартфона, да и в целом фронтальная часть, почти полностью повторяет старший A8+. Тут такая же Super AMOLED матрица с диагональю 6 дюймов, которая кроме очевидных плюсов и поддержки Always On Display еще и экономно расходует батарею. 3300 мАч хватило на 10 часов видео по Wi-Fi с максимальной яркостью. Это очень хороший результат. IPS такое только снится. Сзади смартфон на восьмерку уже не похож. С модулями разобрались, а вот сканер куда дели? Неожиданно он сбоку. Тоже новый опыт для Samsung. Я такими сканерами уже пользовалась. Вариант удобный, но тут мне не очень понравилось, что он слабо выделен, из-за чего приходится елозить пальцем по рамке, пока нащупаешь кнопку. Да и скорость срабатывания не самая высокая. В качестве альтернативы есть распознавание по лицу. Часто так даже быстрее получается снять блокировку. Ну и раз уж речь зашла о минусах, то и вот это сюда. Почему
Почему? Почему тут micro-USB? Его сначала даже не замечаешь, потому что от порта подвох уже не ждешь. А потом бац, а это что такое? Оно вроде бы и мелочь, но все равно с ней сталкиваешься каждый день, поэтому как-то неприятно, что сэкономили на копеечном USB-C. В противовес этому есть и пара несказанных положительных моментов. У смартфона полноценная обойма для карточек, 2 симок и microSD. Есть модуль NFC и неплохое железо. Exynos 7885, 4 гигабайта оперативки, а также двухъядерная графика Mali G71. Платформа в бенчмарках не блещет, но систему тянет хорошо, а в играх осиливает средне-низкие настройки. Давайте делать выводы. Galaxy A7 2018 – это в первую очередь смартфон с 3 камерами, альтернативы которому в среднем сегменте пока просто нет. У него есть хороший основной модуль с обычным углом обзора, ширик с охватом 120 градусов и дополнительный модуль, позволяющий делать очень достойное боке. Бонусом идет 6-дюймовый Super AMOLED, NFC и хорошая автономность. Минусов у смартфона 2. Сканер отпечатков плохо определяется на ощупь и архаичный micro-USB. Весь этот набор Samsung оценила примерно в $350, что вполне неплохо. С таким прайсом A7 2018 хорошо вписывается во внутренний модельный ряд и может достойно выступить против конкурентов. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Как вам вообще A7 2018 и с каким смартфоном хотели бы его сравнить? Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и смотрите другие наши обзоры. Пока!